Еще один вопрос по поводу российско-турецких отношений. Не могу обойтись. Какой сейчас уважающий журналист без Викиликса может обойтись? Я вот по поводу российско-турецких отношений очень одно любопытное была утечка из Викиликса. Это о том, что во время августовской событий 2008 года в Южной Осетии Турция была готова ввести свои войска под статусом НАТО на территорию Грузии. И в том случае, если бы продвижение российских войск коснулось бы Аджарию, либо там по Аджарии были бы нанесены точечные удары. Эту информацию подтвердили в Грузии, в частности, министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Человек, фактически второй, да, по значению в Грузии считается, с очень серьезным влиянием и так далее. Он косвенно подтвердил о том, что сделано это в 2009 году, в марте, сказал о том, что да, там были такие возможности подключения Турции в вот российско-грузинский этот конфликт. Насколько, с вашей точки зрения, это действительно так? Здесь тяжело говорить, но 14 августа 2008 года действительно Эрдоган и члены парламента Турции оказались в Москве и проводили переговоры с президентом Медведевым. Вот насколько это действительно могло быть, и говорит ли это о том, что все-таки у Турции и России есть серьезные разногласия, если могло дойти до такого? Ну, если говорить, например, о Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки реально рассматривали вопрос бомбежки Рожского туннеля. Это обсуждалось на уровне президента Соединенных Штатов Америки. Такое решение принято не было. В случае, при каком-то стечении обстоятельств, бомбежка могла быть, и это могло иметь катастрофические последствия для всего региона. Вот это, я считаю, это было бы чрезвычайно опасно. США могли такое решение принимать, решение обсуждалось на самом высоком уровне. Вполне возможно, что и в Турции этот вопрос также обсуждался, но здесь надо понимать, что если бы российские войска, даже, предположим, преследовали бы цель захвата Тбилиси, вы сами понимаете, они бы не попали в Аджарию. У них была прямая дорога для захвата Тбилиси, в Аджарию заходить для этого было не обязательно. Дело в том, что российские войска оказались, войдя в Поти, оказались в непосредственной близости от границы Аджарии. Это да, я согласен, но вот если говорить по поводу наземной операции, то все-таки она планировалась, она могла быть осуществлена именно со стороны вот Южной Осетии, то есть здесь дорога была прямая на самом деле. Такая задача не ставилась. И здесь можно говорить не только о Аджарии, есть еще некоторые другие районы Грузии, где Турция тоже хотела бы, чтобы интересы ее учитывались. После распада Советского Союза и в Москве, и в Тбилиси, и в Баку так получилось, что убрали многие памятники, переименовали улицы. Но в Баку есть такая улица, улица Чернявского. Да? Вот эта улица никогда не будет переименована, потому что этот человек ходил по селам азербайджанским, и благодаря него многие продвинутые сельские ребята учились в семинарии в Горе, учились в реальных русско-татарских школах, а потом заканчивали университеты и формировали азербайджанскую интеллигенцию. Почему я об этом говорю? Никогда не надо думать, что Россия может удержаться на Кавказе только благодаря силе, благодаря нерешенных проблем. Это по меньшей мере неуважение и к российской интеллигенции, и к российской культуре, которую очень ценят на Кавказе и с огромным уважением относятся к этому. И это является именно системной частью духовности на Кавказе. Поэтому мне, честно говоря, страшно становится, когда говорят, что лучше мы будем открывать границы, согласимся, чтобы открыли границы между Турцией и Арменией, но не будем решать те конфликты, которые возникли после распада Советского Союза, территориальные конфликты, в решении которого Россия может играть исключительную роль, и это могла бы помочь укреплению и того пространства, в котором мы жили 200 лет. Это пространство дружбы и согласия между Россией и Кавказом. В отношении того вопроса,
кого Турция могла бы поддержать на Кавказе. Если вернемся к тому же договору, который был заключен в 1921 году между Лениным и Ататюрком, значит, существует, и до этого были соглашения, существуют просто юридические документы, которые обязывают Турцию, значит, это в отношении Нахчывана. Если Нахчыван не будет в составе Азербайджана и какая-то третья страна будет претендовать, Турция имеет право военным путем решить этот вопрос, то есть защитить, является гарантом Нахчывана, также Аджари, чисто юридически. А по поводу того, что имеет симпатии, на территории Грузии жили турки-месхетинцы, но это совсем другой вопрос. Вот в отношении Аджари, да, Турция конкретно могла бы вмешаться, но по моей информации, я согласен вот с Владимиром, что одно дело юридическое право, другое дело конкретное действие. В то время Россия вела себя так, что не было поводов, абсолютно реально поводов, чтобы это было, сила со стороны Турции была применена. На территории Турции, с одной стороны, проживает довольно много людей, этнических абхазов, которые были выселены с территории Абхазии. С другой стороны, в Турции есть этнические грузины, которые живут, довольно серьезная диаспора, и это в основном мусульмане, грузины, но которые там считают своей родиной Грузию, у которых и довольно влиятельные, в том числе и в современном турецком правительстве есть этнические грузины. Вот вопрос Абхазии, да, особенно в стране, где есть две диаспоры, которые достаточно многочисленные и достаточно влиятельные. Они имеют возможность влиять на турецкий взгляд на Абхазию или нет? Вот мне интересно просто вот на этот вопрос. Вы знаете, я могу сказать одно, что вот то, что касается Южной Осетии, проблем Южной Осетии, Северной Осетии, Россия, Грузия, конечно, Турция абсолютно в этом отношении никаких и ни политических, ни экономических мы акций с их стороны не видим. Но то, что вот мы видим, что чисто экономическом отношении, вот как раз-таки вы совершенно правильно говорите, те диаспоры, которые в Турции есть, и они хотят участвовать активно в экономических проектах в Абхазии, это однозначно. И я думаю, что это имеет место, и это даже вот все эти годы, которые вот были, реально показывают, что интерес Турции или через этих диаспор или самой Турции участвовать вот в экономических проектах в Абхазии, она есть.